Здравствуйте, меня зовут Сергей Петров, и сегодня я хочу поделиться своим опытом в конструировании светодиодного светильника, так называемой фитолампы. Перебрав множество способов изготовления светодиодных светильников, я остановился на паре вариантов, которые удобно использовать как на стеллажах, так и на подоконниках. Я не буду подробно рассказывать процессы пайки проводов к светодиодам, просто подскажу, из чего собирать и что получится на выходе. Для этого нам потребуется профиль алюминиевый квадратный трубчатый размером 40 на 40 и длиной 1 метр, купленный в магазине Leroy. Две алюминиевые пластины для светодиодных ламп по цене 150 рублей за обе. Очень удобно для крепления светодиодов к профилю, получается очень красиво, аккуратно, но чуть дороже. Двусторонний теплопроводный скотч шириной 10 мм, чтобы крепить на каждую пластину, по цене выходит 16 рублей. 18 светодиодов полного спектра по 3 Вт. Не самых дешевых на Алиэкспрессе, а то ничего не вырастет. Цена этих 18 светодиодов составляет 430 рублей. Почему 18, а не 20? Да потому что драйвер рассчитан на 18 лампочек. И крайние светодиоды мы не будем использовать, так как они в принципе не нужны. То есть ленточка из 10 лампочек, на край не будем ничего вешать. Термоклей для приклеивания светодиодов к пластинам за 40 рублей. Можно ждать, чтобы засох, а можно паять аккуратно, не дожидаясь высыхания, как в принципе делал я. Драйвер, предназначенный как раз для этих 18 светодиодов. Драйвер на 40 Вт по цене 330 рублей. 18 светодиодов по 3 Вт. Линзы для светодиодов на 90 градусов я использую. Они примерно вот так вот выглядят. Надевается на каждый светодиод. И стоить они будут вместе 110 рублей. Соединительный зажим для подключения питания 220 вольт. А также нам потребуется для подключения в сеть питания провод нужной длины и вилка. Ну а чтобы собрать светильник своими руками, нам потребуется еще дополнительно сантиметров 5 проводочка. Можно откусить от этого, если ни у кого нету. Можно готовый проводочек использовать для изготовления перемычек и паяльник с припоем, а также умение владеть этим инструментом. Последовательность действий. Обезжириваем алюминиевые пластинки и профиль сам спиртом. Приклеиваем двусторонний скотч. Сначала к пластине, потом к профилю. Прижимаем валиком. Скотч имеет с двух сторон клейкое основание. То есть сначала приклеили к пластине, потом прижали уже к самому профилю. Наносим термоклей аккуратненько, зубочисточкой, на вот эти кружочки. Прижимаем светодиод и ждем 12-24 часа. Ну, я обычно так не делаю. Обычно аккуратненько начинаю паять сразу светодиодики. При этом соблюдаем полярность светодиодов и пластинок. Здесь указан минус. Если его видно, на светодиодах тоже у них есть и плюс, и минус. Поэтому все светодиоды располагаем в одну сторону, от плюса к минусу. И также припаиваем перемычки на конце замыкающие. Последний светодиод тоже замыкаем перемычкой. В середине две перемычки. Когда соединяем две пластинки полутораметровые, делаем из нее метр. И соответственно в начале одну перемычку и припаиваем наш драйвер. Драйвер соединяем с помощью зажима уже с 220 сетью. Включаем, проверяем, что все работают светодиодики, все горят. И завершающим этапом будет у нас надевание линзочек на каждый светодиодик. Все, наш светильник готов. Можно измерить мощность. Измеряем ток
Получается 0,59 ампера. Измеряем напряжение. Получается 58 вольт. В итоге получаем 34 ватта. Это, конечно, не 36, но все равно хорошо. Китайские изделия, наверняка, они еще меньше дают, которые готовы продаются. Светильник нам обошелся в 1333 рубля. Ссылки на товар с Алиэкспресса я указал в описании, причем без всяких рефералов. На момент просмотра видео цена может отличаться, или товара нет уже в наличии у конкретного продавца. Вы также можете найти его дешевле, но покупать дешевые светодиоды и экономить 200 рублей не особо рекомендую. А еще ради деталей никогда не отличаются своей надежностью и имеют свойство выходить из строя, поэтому также рекомендую приобретать с запасом светодиоды и драйверы, чтобы растения не остались у вас без света. Для тех, кто боится, что конструкция будет греться, можно дополнить вентилятором. Где же мой вентилятор? А вот и вентилятор. Он хорошо вписывается в торец профиля, но требует установки питания отдельно дополнительно 12 вольт. Причем вентилятор имеет свойство шуметь, выходить из строя, да к тому же и блок питания также на 12 вольт тоже не вечный. Поэтому я эксплуатирую данный светильник уже без вентилятора. И за год еще ни один светодиод или драйвер не померли от перегрева. Температура нагрева, кстати, конструкции получается около 50-60 градусов. Такая конструкция светильника позволяет ее с легкостью устанавливать его как на подоконниках, так и на стеллажах. Сейчас я это продемонстрирую. Для крепления на подоконнике я использую веревочку, 2 гвоздика, завернутых в откосы, и такое вот крепление для того, чтобы можно было регулировать по высоте веревочку. Очень удобно поднимать и опускать. Устанавливаю под небольшим углом, чтобы был естественный способ охлаждения путем циркуляции воздуха. На стеллажах конструкция будет чуть посложнее. Размер полки стеллажа 1 на 40 м. Для этого я использую 2 светодиодных светильника, соединенных металлической пластинкой. Также для крепления используются веревочки. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, а я обещаю снять еще видео с другой конструкцией радиатора.